Как бы разработчики не хотели ничего не делать, к их сожалению, для любой игры, включая саму Counter-Strike 2, периодические крупные обновления являются не только двигателем процесса, но и фактом стабильного онлайна и, разумеется, привлечения новых игроков. Так что сегодня на повестке дня у нас приблизительный календарь будущих обновлений и то, что должно выйти в этом году. Поэтому приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины, а для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Как вы уже могли догадаться, на первом месте по приоритету у разработчиков, конечно же, стоит развитие режима премьер, ну и киберспорта, отчего по понятным причинам единственные стабильные обновления, которые не имеют практически задержек, на данный момент связаны с мейджорами и уже с этого года со сменой сезонов премьера. Все же остальное в игре, а это скинчики, добавление новых режимов и так далее, является для них второстепенным. Короче, все то, что лень делать разработчикам. Но именно такие обновления и держат стабильный онлайн в игре и привлекает новых игроков. Скорее всего, разработчики и сами прекрасно понимают, как это выглядит со стороны. Поэтому в CS2 появился магазин Арсенал, девиз которого буквально является фраза «Хрен знает когда и может быть». С одной стороны, настолько гибкий, чтобы обновлять ассортимент, а с другой не имеет никаких сроков. Но, как мы все прекрасно знаем, подавляющее, конечно же, большинство жаждет новый кейс со скинами. Не только потому, что в первые недели он дофига стоит, но и в надежде, что там будут действительно интересные идеи. И если предугадать, какие именно в нем будут скины, сложновато, то особый предмет, скорее всего, станет на этот раз новый нож Twin Blade, который, так же как и нож Кукри, палился в файлах игры еще на старте беты. Но первым вышел Кукри. И, конечно же, в лучших традициях Valve, два кейса подряд им позарез надо было использовать один и тот же нож, но с другими расцветками. Кстати, о двух кейсах за год. Если посчитать, сколько дней будет между выходом кейсов CS2, получится 239 дней. И если разработчики будут опираться именно на эти промежутки времени, то новенький кейс должен выйти 30 мая. А мы будем получать лишь один кейс в год. Повторюсь, если они будут опираться на данный промежуток. Но есть и другой вариант. Каждый год они будут стараться повторять сроки предыдущего, стараясь при этом выпускать два кейса в год. То тогда, скорее всего, стоит ожидать в конце февраля, ну или в марте. Но все это, разумеется, спорно и лишь пища для вашего размышления. Не забываем, что есть такой феномен, как магазин Арсенал, который не имеет сроков. А вот как раз таки смена карт мастерской в игре как раз таки должна придерживаться временных промежутков. Возможно, даже с маленькой погрешностью. И если посчитать, то новая ротация карт мастерской должна произойти 2 апреля. Также не будем забывать, что за год в теории разработчикам нужно выпускать одну официальную карту, как минимум для возможной замены после мейджора. Это может быть как и долгострой в виде Коблстоуна, или же привычная и всеми любимая карта Кэш от FM-Pon, которая, по всей видимости, как раз таки готовится к релизу и имеет большие шансы попасть в основной пул премьера на замену вылетевшей после мейджора карты. Ну и, конечно же, один новый, ака старый режим в год, который, по всей видимости, станет ретейк, потому что при выпуске новой карты Train она имела предварительные настройки под данный режим. Конечно, на самом деле в игре уже работает данный режим при помощи определенных махинаций, как в свое время и гонка вооружения. Также работают и перелетные снайперы и прочие, которые пришли к нам аж
со старой операцией Гидра. И работали они еще с момента бета-релиза. Но, по всей видимости, разработчики хотят всем им внести определенные изменения под новые реалии CS2. И вот какая картина у нас вырисовывается, если учитывать предыдущий год. В 2024 в начале февраля вышла гонка вооружений. В этом же году вместо нее мы получили новый сезон премьера в конце января. Ну а следом был мажор, который дал передышку разработчикам, так как это самое легкое обновление, так как они делают его каждый раз по шаблону. Но уже в этом году мажор будет аж в июне, а ведь в феврале, марте, апреле и в мае надо что-то выпускать. И вот учитывая все сказанное ранее, допустим, апрель будет ротация карт с каким-нибудь нововведением, а в мае в теории выйдет новый кейс. Остается февраль и март, которые можно подвязать под выход нового режима и новой карты. И да, кэш с учетом того, что делает его FMPON, разработчики могут присвоить как статус крупного обновления. Уж такие они. И опять же, это все приблизительно, и анализ строится на опыте прошлого года. Поэтому, сами понимаете, прогноз может быть неточным, а лишь давать вам возможность построить свою теорию на этот счет. Одно могу сказать точно. 2025 год будет показательным для игроков CS2, так как если разработчики снизят планку, которую они подняли в прошлом, будет означать лишь всеобщее разочарование. Но, как и всегда, надежды у меня все же завышены, так как этот год как-никак начался бодро. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!